Привет, меня зовут Лена. Я готовлю ПП-десерты без сахара. Сегодня я покажу вам, как приготовить вкусные низкоуглеводные блины без лактозы, глютена и крахмала. Также в этом видео вы узнаете рецепт вкусного витаминного ягодного джема. У меня в рецепте будет минимальное количество теста из одного яйца. Оно рассчитано всего на 3 средних блинчика. Если необходимо больше, увеличьте пропорционально все ингредиенты. Я сразу соединяю все ингредиенты в стакане блендера. 1 яйцо, 80 грамм кокосового молока. Можно взять и другую жидкость, даже простую воду. 1 столовую ложку с горкой миндальной муки, по весу это 11 грамм. 1 столовую ложку без горки псилиума, 4 грамма. Этот полезный ингредиент помогает даже безглютеновым блинам не рваться. Если у вас его нет, в описании я пропишу, чем и как его можно заменить. Добавляем 1/4 чайной ложки соли. По вкусу можно добавить и подсластитель. Пол чайной ложки разрыхлителя. В этом тесте очень важно соблюдать точные пропорции, иначе вы рискуете получить совсем другие блины. Единственное, при желании можно добавить еще 1-2 ложки жидкого масла. С помощью блендера добиваемся гладкой однородной консистенции. Долго взбивать не нужно, буквально несколько секунд до однородности. Сразу после смешивания тесто вот такое жидкое. Дайте ему постоять 4-5 минут для набухания псилиума. Слегка смазываем сковороду маслом. И я сразу из стакана блендера наливаю тесто. Такой экспресс-вариант очень удобно. Наливаем первый блин на хорошо разогретую сковороду, а потом снижаем огонь до того, на котором вам комфортно печь, чтобы не пропускать момент готовности. Толщина блинов зависит от того, насколько жидкое тесто. Мое тесто рассчитано на тонкие блины. Но если оно постоит чуть дольше, то за счет разбухания псилиума блины получатся толще. Здесь есть плюсы и минусы. Совсем тонкие блины на миндальной муке, к сожалению, могут рваться. Поэтому обращаться с ними нужно очень осторожно. Я поддеваю край блина с каждой стороны и аккуратно поднимаю блинчик с помощью широкой лопатки. Если у вас нет большого опыта в выпечке блинов, то лучше наливать слой потолще. Сейчас я покажу вам для примера. Второй блин я наливаю потолще. Кстати, перед каждым следующим блином тесто нужно немного взболтнуть. Выпекаю пару минут, чтобы его поверхность схватилась и уже не была жидкой. И переворачиваю. Как видите, такой блинчик перевернуть намного проще. Если вы хотите максимально удобное в выпечке тесто для ПП-блинов, то у меня на канале уже есть рецепт блинов из зерновых видов муки. Со всеми нюансами и заменами, в котором также можно использовать протеин. Эти блины уже получили огромное количество положительных отзывов. Из нашего небольшого объема теста получается 3 средних блина. Я испекла 2 такие порции. Чтобы они сохранили свою мягкость, накройте их полотенцем или храните под пищевой пленкой. К этим блинам я предлагаю приготовить простейший, очень вкусный и полезный чиа-джем. Примерно 150 грамм любой ягоды, у меня это размороженная клюква, 25 грамм семян чиа и 150 грамм мякоти банана. Очень тщательно измельчаем все ингредиенты блендером. Нужно добиться того, чтобы семена начали измельчаться и джем стал максимально однородным. Если вдруг вы не уверены в своем блендере, то можно измельчить отдельно семена чиа в блендере или кофемолке. Банан отлично дополняет такие кислые ягоды, как клюква, брусника, смородина или облепиха. Это очень вкусное сочетание. Для сладких ягод, например, клубники или черешни, можно снизить количество банана и добавить больше ягод. Получается вот такой густой и очень вкусный клюквенный джем. В нем сохранена и небольшая кислинка, и вся польза ягод. Мягкие, эластичные, гибкие блинчики, достаточно тонкие и бархатные на ощупь. Я очень люблю эти блины с ПП-сгущенкой. Именно эта сгущенка у меня приготовлена на кокосовом молоке,
Она очень вкусная и имеет высокое содержание белка. Ее рецепт мы выпускали на канале моего мужа Артема. Ссылку на него я оставлю в описании к этому видео. И, конечно, наш вкуснейший клюквенный джем. Это очень вкусно, особенно с блинами. Такие блины не только вкусные, но и очень полезные. Содержат мало углеводов и за счет псилиума очень полезны для кишечника. А приготовление, как видите, совсем простое. Надеюсь, с моими подробными инструкциями готовить их вам будет очень приятно. Готовьте с удовольствием, готовьте красиво и радуйте своих родных и близких полезными десертами. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал и делитесь этим видео с друзьями. Пока!